Всем привет! Это новый кусочек видео. Ой, случайно я удалила кусочек там, где я показывала, как я делала прическу для куколки и все остальное там. В общем, промежуточный момент удалила. Ну ничего, зато сейчас я покажу уже итоговый результат, какая куколка получилась. И вот такая красотка. Ой, получилась. Даже в кадр не влазит. Вот. Дальше всего, куда я могу отодвинуть. Все-таки это вышло, на мой взгляд, больше похоже на какую-то цветочную фею или эльфиечку. Сделала ей такие хвостики. Слишком пышные не делала. 3 прядей было достаточно. Также сделала ей чуть-чуть наискос челочку. Ушки там же, на том же месте. Так, что еще я доделала? Подъюбник все-таки пришила, а также задекорировала бантиками такими. И теперь она прям на принцессу похожа. Все-таки решила не делать ей подошву на туфельках, а сделать их тоже такими, как балетками, в общем, с завязочками. Также, можно сказать, также сама оформила глазки и мордочку, как и в прошлой феечке было. Но резинки сделала самостоятельно. Искала что-то интересное, которое будет подходить к моему наряду и к моим выбранным цветам. Но все-таки пришлось сделать самостоятельно. Взяла такие резинки. У меня были просто резинки розового цвета. Вот. Приклеила на них такие помпончики. А также сделала вот такие, как крылышки, бабочки. Ну, у меня это ассоциируется, как будто бабочки. Сейчас, может, сниму одну и покажу, как она выглядит. Вот. Вот так вот выглядит бабочка. Как будто это серединка бабочки, а это ее крылышки. Даже нижние крылышки голубые, а верхние или одно крылышко сиреневое, другое розовое. И у второй бабочки также наоборот. Вот. И мне кажется, довольно-таки удачно получилось. Так, сейчас одену назад. Примеряла, куда мне в этот раз прикрепить ротик. И все-таки прикрепила чуть-чуть повыше, чем в прошлый раз. И сейчас я покажу вторую феечку, чтобы могли сравнить. Вот. Вот это первая, которая у меня была куколка. Такая, типа как феечка Динь-Динь, лесная фея. С гулькой, и тоже у нее тут цветочек с листиками. Вот. Очень яркая, красивая. А это ее подружка. Даже не знаю, она больше похожа просто на куколку, скорее, чем на феечку. Но ничего. Слишком, наверное, я ее по-праздничному как-то нарядила. А как вам такие варианты? Какая куколка вам нравится больше всего из этих двух? Видите, ротик чуть-чуть повыше сделала. Хоть, может быть, на камеру этого и не видно. И так получилось, что больше чуть-чуть тянулись глазки. Ну, а так они, если этого всего не знать, то смотрятся, можно сказать, с одинаковыми личиками. И тоже затонировала ей вот так вот румянцем, как мне понравилось. И такие две красотки. Кстати, ростом вот эта девочка в голубом получилась чуть-чуть больше. Ну, не знаю, где-то на полсантиметра или на сантиметр, если сравнивать по голове. Но у меня еще много вариантов, каких бы можно было сделать этих куколок, феечек. Только было бы время на все это. Честно говоря, если меня попросят повторить, то я, скорее всего, не смогу этого сделать, потому что я
Просто не помню уже, как я там вязала, сколько я где петель набирала. То есть, по сути, у меня все такие игрушки в единственном экземпляре. Потому что они вяжутся на порыве фантазии. Рост ее составляет 29,5 сантиметров. Это как бы я только голову беру, без учета вот этих хвостиков, просто начиная с головы. А это чуть-чуть поменьше, да, да, вот даже с головой. Если тут брать, то тут уже на сантиметр, на 1,5 меньше. Как я и говорила, ротики ставлю 12 миллиметров. Это ротики для приклеивания. Это моя вторая куколка. Вообще не вяжу куколок. Это просто была такая, можно сказать, хотелка, которую нужно было тоже закончить. Представляю вашему вниманию парад бульдожиков. А все началось с чего? Даша подарила мне мастер-класс на таких прелестных собачек. Там еще котята были в мастер-классе. И я не сдержалась и связала их в разных цветах. Для этого я изучила, каких окрасов они бывают. И вязала их прям по фото, чтобы точно запечатлеть их окрас. И они были более реалистичными. Сейчас более ходовыми игрушками являются такие ладошечные варианты и игрушки среднего размера. Потому, мне кажется, это идеальный вариант. И вот такая первая собачка у меня получилась. Так, сейчас я буду вам всех показывать в разных расцветках, а также по возможности буду прикреплять где-нибудь в углу экрана фото, по какой картинке собачки я вязала. То есть на какой окрас я ориентировалась и насколько получалось похоже. Чтобы мы вместе с вами смогли сравнить, получилось похоже или нет. Некоторые собачки у меня получились больше похожи на эту породу, а некоторые просто или на собачку, или некоторые даже чуть-чуть мне котенка напоминали. Может, уже потому, что я их много связала, но, честно говоря, мне не хотелось останавливаться, мне хотелось связать еще в нескольких цветах, а потом я подумала, ой, а сколько же можно было котиков связать подобных, и тоже пород много, расцветок много, и я думаю, было бы большое разнообразие, особенно если поставить их вот так вот всех разных в ряд. В общем, все, я заболталась уже. Вот. Но первая собачка вот такая, такой серый бульдожик с голубыми глазками, и всех я постаралась сделать или грустяшечками, или удивляшечками. Потому этот у меня грустяшечка, они как бы у них такие грустные глазки и есть. А также у них вот такие остренькие ушки, которые так торчком стоят вверх. И постаралась сделать разнообразие в ошейниках, только один повтор. Один ошейник тоже в голубом цвете, остальные все в разных цветах. Так. И также поставила им вот такие носики из полимерной глины, которую я леплю. И чуть-чуть им вот затонировала внутреннюю часть ушка, так как она у них тоже чуть-чуть с розовинкой. Такой сидячий песик, хвостик у него вот так вот торчком. Он сидит и ждет хозяина или игрушку. Конечно, жаль, что когда я ставлю их и вот так вот вертикально, их не сильно видно. Лучше бы, если бы они вот так вот лежали. Не знаю даже, что придумать. Ну, пусть стоит. Следующий. Это вот такой песик, тоже с голубыми глазками. Этому я решила добавить высунутый язычок. Так как он был слишком грустный, думаю, добавлю ему язычок, чтобы он был такой более милашный. И такая прелесть получилась. Вот. Сделала ему ошейник такого цвет лагуна или какой-то цвет.
И тоже носик у него тот же самый, из полимерной глины. Такой прелестный малыш. Кстати, все они буквально одного роста получились. Так, одного я решила попробовать сделать с глазками удивленными. Вот такими вот глазками с сердечками, которые я вам показывала в покупках, которые более выпуклые. Тут глазки 14 миллиметров или 16, наверное 16. У всех этих 16 миллиметров глазки, а у него или 14, или 16. Тут сложно понять из-за этой сферы. Вот, это третий вариант малыша, щенка. Конечно, знаете, что удивительно, что когда смотришь вот так вот сбоку, видите, эта белая часть не так уж видна, а когда смотришь прямо, то черная часть прям заходит, как будто он чуть-чуть косоглазенький такой. А когда сбоку смотришь, ну, это из-за того, что это полусфера. Такой эффект получается. И тоже затонировала ему чуть-чуть ушки. На него я использовала пряжу, которую покупала на развес. Я не знаю, какая это пряжа. Она была без этикетки, но она очень качественная и такая довольно-таки толстая. И я хотела ее использовать именно на собачек, потому что я всех собачек вязала крючком 4 миллиметра. И вот из этой пряжи он получился даже чуть-чуть побольше вроде бы. Хотя этого даже сильно и не видно. Ну, тут довольно-таки плотная вязка вышла, потому что сама нить довольно-таки толстая и мягенькая. И вообще нитка классная, не сыпется. Конечно, в мотке этот цвет смотрелся более интересным, а вот на собачке смотрится вот так. Я не знаю, существует ли собачка именно этой породы в таких цветах, но я предположила, что это будет тоже неплохим вариантом. И сделала таких двух. Так. Как вас ставить? Следующая. Вот такая. Кстати, эта собачка вот мне напоминает какую-то другую породу. Я не знаю, то ли корги, то ли что-то такое. Я не очень разбираюсь в породах. Она такая милая, какие-то глазки такие большие. Я не знаю, с чем ее сравнить, но мне она чуть-чуть больше напоминает, не знаю, с чем сравнить, но вот крутится в голове, какую-то другую породу она мне напоминает. И все. Хоть я ее также вязала по фотографии, по картинке, и такая расцветка, и такой цвет у бульдожика был. И вот еще тут пятнышки вывязала. Видели? Так, все, разобрались. Ой, ладно. Уже в сумку полезут. Не сидится ему на месте. Хочется куда-то залезть, где-то спрятаться коту. Так, продолжаем с собачкой. Вот, может быть, вы мне подскажете, на какую именно породу она больше похожа, так как я не могу определиться или как вспомнить. Так, это какой? 4-й вариант собачки. И мне понравилось сочетание вот нежно вот этого цвета пломбира с таким тепло-бежевым песочным цветом и таким ошейником. Вы же помните, что это мой любимый цвет? Пряжа, я просто в восторге от вот этого цвета салатового. Потому, возможно, это поэтому моя любимая собачка. Следующая. Это вот такая черная. Ой, глазки, кстати, и не видно. Даже у этой я век не делала, потому что она черная, и тут как бы я весь акцент сделала на белке глазок. Вот. И оранжевый ошейник. Она, кстати, самая маленькая получилась почему-то по сравнению с другими. Вот. Но мне кажется, он больше всего похож на бульдога. Наверное, из-за того, что черная нитка тут более тонкая попалась. Или я как-то туже вязала.
Ну вот, видите, пятнышки вывязывала тоже по фотографии, постаралась повторить. Такая мордочка щекастая. И такой красавчик. Так, сюда поставлю. Следующий. Вот такой. Тоже вязала его по фото. И постаралась его повторить. У него, кстати, на фото были глазки, и я вообще не поняла, какого-то белого цвета. Он какой-то мне как альбиноса напомнил. Потому я использовала ему глазки вот такие вот бело-радужные. И тоже он грустненький. Кстати, носик тоже на фото был какой-то такой светлый, светло-коричневый. Но так как у меня носики все черные, я решила этому именно вышить носик такой светло-коричневого цвета. А также добавила ему вот такую губу. Не язычок, а губу именно. И такой вариант получился. Чуть-чуть еще затонировала ему тут и тут. Тоже все смотрела по фото, чтобы было похоже. Это такой прелестный малыш. Кстати, он тоже один из моих любимчиков. Вот этот мой любимый и вот этот вот. Самые любимые. Ну, хоть они мне все нравятся, так как я их всех вязала так, как мне нравится, и я люблю. Так, еще один серый, как я вам говорила, с вот этой необычной пряжи. Она, кстати, по толщине похожа на пряжу велюто, мне показалось. Этого я сделала с высунутым язычком и уже голубыми глазками. Вот посмотрим в сравнении с этим. Вот. Они вот такие разные. И все-таки мне вот такой вариант больше нравится с этими глазками, чем с этими. Но с этими тоже смотрится прикольно, так по-мультяшному, можно так сказать. И тоже у половины с высунутым язычком, у половины просто без язычка, такие милашки. А ошейники я вязала отдельно, а потом уже закрепляла их на готовые игрушки. Последний такой вариант. Тоже вязала его по картинке, по фото, но вот итоговый результат мне напоминает также другую породу. Он мне похож на овчарку. Наверное, из-за вот этой черной мордочки и черных ушек, но он мне напоминает овчарку, хоть и мордочка у него такая, как бы выпуклая. Вот, щечки есть у нас. Вот такие вот кружочки. Ну, это даже плюс. Кто-то увидит в нем бульдожика, а кто-то, возможно, свою породу собачки. И тоже, чтобы разбавить вот это черное пятно, я сделала ему белки глазок, вышила белым, такого как удивленного, чтобы увеличить глазки. И также язычок добавила. И у него зеленый ошейник. Тоже такой удивленный, классный песик. Всего получилось 8 щенков. Сначала я хотела добить до десятки, думала 10 разных сделать, но потом уже не было времени на них. Но в будущем хотелось бы связать еще в разных других расцветках, а также хотелось бы попробовать связать котят, тоже разных пород и расцветок. Ой, можно и веслоухих котят, и таких с длинными ушками, и каких угодно. И вот этих сфинксов. Можно было все, что хочешь, попробовать. Только бы было время на это и фантазия. И желание, да? А давайте вместе с вами определим, какая собачка больше всего нравится вам. И в следующем видео я расскажу, какой будет результат. Я постараюсь ставить или опрос, или просто голосование. Напишу на экране, какой смайлик будет обозначать какую собачку. Давайте еще раз вместе с вами посмотрим. Это первый вариант. Если вы считаете, что он самый симпатичный из всех, то оставьте в комментариях просто вот этот смайлик. Дальше второй. Это третий малыш. Чуть-чуть напоминает даже мне котенка Гав. Хоть это песик Гав. Это четвертый. Удивляшка такой влюбленный.
5. Тоже мой любимчик, красавчик, такой нежный. 6. Настоящий французик, да? 7. Красавчик голубоглазый с высунутым язычком. И последний. Удивляшка, очаровашка. Очень интересно увидеть результаты. И будет ли кто-то участвовать, просто мне показалась эта идея интересной. Так как мне бы самой бы хотелось определить, какой же из них, кто из них будет победителем. И кто из них больше всего вам напоминает эту породу. Или просто больше симпатичный. И если вдруг какую-то другую породу напоминает, то, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Мне очень интересно будет узнать. Все, спасибо вам заранее. Помню, еще в прошлом месяце я наткнулась на видео у Екатерины, и там она вязала миньончиков. По моему мастер-классу она их называет лампочками, как зашифрованное название. Я подумала, точно, я их тоже уже давно не вязала, а достаточно популярный персонаж, и нужно будет навязать их тоже. И я связала несколько этих малышей. Так, не знаю, сколько получилось, вязала, пока не надоело. В некотором в лапку давала какую-нибудь вкусняшку, у этого пончик такой, все с волосиками. Кстати, еще надо прикрепить им крепление для брелка. Ну, остальные, можно сказать, они все похожи, одинаковые. У некоторых улыбочка просто разная, потому выражение мордочки получается разное. Этот с мороженкой, такой весельчак и малыш. Вот такой. Прям глаза у него чуть-чуть скосились. Этот с мороженкой тоже, но чуть-чуть недовольный. Наверное, жует мороженое. Вот такой. Вот такой. И такой с мороженкой. Этот уже довольный с мороженым. И связала в компанию им немного девочек. Девочки у меня практически все в вот этих сарафанчиках. Вот, и с бантиком. Бантик вывязываю, сарафанчик тоже как бы вывязываю. На миньончика есть мастер-класс у меня на канале. А также есть дополнение на этих миньончиков, как связать их в разной одежке. То есть как сделать девочку вот такую в платьице, как сделать в комбинезончике, как сделать в тюремном костюме, в гавайском стиле, а также новогодних. Вроде бы всех перечислила. Я оставлю тут в уголку видео ссылки на этот мастер-класс и на дополнение. Эта девочка у меня с мороженкой. Такая. Привет, привет. Вот такая. Просто улыбашка. И последние две тоже с мороженками. Только это в комбинезончике, а это в платьице. Такая чуть-чуть надутая. Всем постаралась подрумянить щечки. У всех, и у мальчиков, и у девочек. Вот подрумяненные щечки. Я думаю, что миньонов любят всех, и девочки, и мальчики. А также для девочек у нас еще отдельный вариант в девчачьем стиле. И тоже можно их связать в разных одежках. Вяжутся легко и быстро. Получается совсем маленькими карапузиками и такими веселыми. Смотрите, какой мышиный пучок у меня получился. Или букетик из мышек разных цветов. Это именно не крыски, а мышки. Самый маленький вариант, который мне удалось придумать. Такие крошки, малышки, мышки. Получается, глазки им креплю 7 миллиметров. Так, не фокусируемся, это я так. Носик 5 миллиметров. Такие нежные ушки, лапки, хвостик. И такая крошка маленькая. Тут нитка была довольно-таки толстая, потому она сама по себе получилась довольно-таки крупной.
Вот в сравнении с серой, серенькая еще меньше. Так как тут нитка чуть-чуть потоньше была. Только еще одна крошка маленькая. У некоторых ушки побольше, у некоторых поменьше. Тоже вязала под настроение ушки. Вот такая темно-серая. Вот такая тоже темно-серая, такая песочного цвета. Такая малышка. Малышка-мышка. Ну, все остальные цвета тоже такие все похожие. Еще в эту компанию можно было бы связать белую мышку, но это уже потом. Вяжу их на одном дыхании. Это, кстати, похоже, я один ряд нечаянно провязала лишний. И чуть-чуть она побольше получилась. Сейчас измерим их рост. Вот рост мышки этой 6 или сколько там сантиметров. Ну, даже 6 с чем-то. 6 и немного миллиметров, да? 6,5 пусть будет, если прям вот так вот. Такие крошечки. Вяжу их по своей схеме. Ну, как я уже понимаю, схем на маленьких мышек довольно-таки много. И на больших, и на маленьких, и на крысок, и на кого угодно. Потом можно подобные схемы найти самостоятельно в интернете, если постараться. А я вяжу их так, как мне нравится. И так, как я задумала. Но все-таки это такая самая широкая такая получилась. Такая мышка цельно вязаная, без пришивных каких-либо и без вывязываний, без пришиваний. Просто связала, наполнила и все. Кстати, некоторым ушки сделала розовым цветом и лапки, а вот у этих песочных сделала ушки в цвет тела. Я думаю, и тот вариант подходит для мышки. Также хочу поделиться с вами процессами. Я уже приступила к выполнению нового заказа. Сейчас это большой заказ. И одна из позиций, мне нужно связать 10 вот таких заек. Это пока что заготовка, основа зайки. И я пока что связала 4 из 10 заек. Она вяжется из более тонкого плюша, из Dolce Baby. Ростом они выходят около 27 сантиметров. Этих заек я уже показывала вам в предыдущих видео. Ну, такой вид заек. Но заказали точно таких же. Также они будут в комбинезончике съемном. Комбинезончик вяжу из полухлопковой тонкой пряжи Bernard Jeans. Часть комбинезончиков тоже я уже связала не полностью комбинезон, а лишь нижнюю часть, и там тоже еще работы хватает. Ну, потихоньку продвигаю заказ с той скоростью, с которой у меня получается это делать. Также останется зайкам сделать утяжку, прикрепить носик, оформить ее, вышить бровки, а также связать ушки и пришить их. И все, и зайки будут готовы, да, еще комбинезоны доделать. Я просто чередую, потихоньку вяжу часть комбинезонов и потихоньку вяжу основы для заек, чтобы чередовать и руки не сильно чувствовали полухлопковую тонкую пряжу. Также за это время мне пришли некоторые посылки из Али, и я хочу с вами поделиться покупками. Пришли вот такие вот бусинки. Я специально выбрала полупрозрачный вариант. Там есть более яркие такие цветные, тоже интересные цветочки. А я выбрала более нежный такой полупрозрачный вариант. Взяла их для того, чтобы крепить на веревочке для крепления брелков. Мне показалось, что так смотрится интересней и необычней сама игрушка.
и само крепление для брелка. Такую идею я подглядела у Даши с канала «Все вязаное», и мне тоже захотелось попробовать использовать бусинки для веревочек для брелков. Тут в комплекте идут 60 или 50 штук, уже точно не помню. Также на пробу заказала вот такие вот глазки. Эти глазки 12 миллиметров, кабошоны. Это какой-то новый магазин открылся на Али. И там цены как-то меняются каждый день. Сначала была цена 33 гривни, плюс потом 60 гривен, потом 120. В общем, непонятно, что там происходит. Может, еще продавец не определился с ценой, но я покупала еще когда они были по 30 чем-то, плюс 15 доставка. Тут 6 пар в комплекте. Само качество глазика мне нравится. Смотрится прикольно, необычно. И мне нравится, что есть вот эта черная обводка вокруг белого белка глаза. Такие глазки смотрятся более объемными и мультяшными. Это такой сиреневый вариант, чуть-чуть с голубым пятнышком возле зрачка. И голубой вариант. Там вроде бы были еще и зеленые, я, если честно, не помню. Ну, там несколько вариантов было цветов. Я выбрала те, которые мне нужны были. И которые я смогу потратить на игрушки, те, которые я задумала. Вот, и такой голубой. Ну, голубой просто. Тоже, если кому-то нужна ссылка, обращайтесь. Также заказала вот такой комплект сердечек. Я хотела, конечно, искала долго, чтобы сердечки были только в одном цвете, только в нежно-розовом или просто в розовом, но без белых. Но, к сожалению, такого комплекта не нашла. Потому заказала уж какой есть комплект. Я хотела попробовать использовать эти сердечки вместо носиков для маленьких каких-то игрушек, котят, допустим. Мне кажется, будет смотреться тоже неплохо, как замена носиком. Но еще не пробовала и не знаю, насколько это выгодно будет. Тут в комплекте 100 или 200 штук. Не написано нигде. И не все розовые, а мне бы хотелось, чтобы все были вот такие нежно-розовые. А так они сами по себе маленькие, 5 миллиметров в ширину. Поэтому можно попробовать как вариант. Также заказала вот такие вот кабошончики, фрукты. Тоже крепить их к какой-нибудь игрушке. Вот такие летние фрукты: арбуз, киви, апельсин, лимон. А это я даже не знаю. А, это помидор. Помидор и гранат. Фрукты, ягоды. И тоже буду добавлять каким-то игрушкам. Диаметром они 8 миллиметров, мне так кажется. Где-то 8 миллиметров. Можно добавлять это, допустим, прикрепить на пуговичку какой-либо игрушки, чтобы пуговичка выглядела как-то по-необычному. Или на резинке, или просто имитировать пуговицы на какой-либо одежде у игрушек. Тоже будет смотреться интересно. И заказала еще ротики. Такие 12 миллиметров про запас. Думаю, что были. Их я использую для куколок. Возможно, подойдут не только куколкам, но и другим каким-либо игрушкам с таким размером головы. Или чуть-чуть поменьше. Там разные ротики бывают. Я выбираю именно этот вариант, там где зубки и язычок. И все. Спасибо вам всем за поддержку. Еще вы у меня спрашиваете про Вилли, как он себя чувствует. С ним все нормально. Пока что пьем куча лекарств, куча таблеток. Весь день расписан у нас. По состоянию он какой-то даже подозрительно спокойный и
более пассивный, мне так кажется. Но ничего, будем стараться поправляться, лечиться и делать все для этого. Все, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересны подобные видео и мастер-классы. Всего вам хорошего, хорошей погоды, вдохновения, хороших продаж, хорошего настроения и берегите друг друга. До свидания.